Итак, всем снова привет, с вами Ижмота с того бока. Хотел сегодня посвятить видео коленчатым валам Юпитера, так как считаю это одной из главных ответственных деталей в двигателе мотоцикла Юпитер, и именно о размерности цап коленвала. Вот мы видим здесь схему, я распечатал для наглядности, чтобы было меня проще понимать. Технический термин для кого-то неинтересно слушать, буду показывать на чертеже. Итак, коленчатые валы Юпитера у нас имеют левый, правый коленчатый вал, так как двигатель двухцилиндровый, двухтактный. И сбалансированность этих коленвалов добивается установкой маховика. Он также служит как накопитель энергии кинетической. На данном мотоцикле применяются коленвалы разных размерных групп. Не самих коленвалов, а именно диаметров цап коленвала. Так вот, вот эти цапфы, они не должны расходиться. Вот 5 размерных групп у нас. Я не помню, где, в какой литературе я это читал. Я по памяти выписал. То есть здесь диаметры полосы коленчатого вала в миллиметрах даны. Вот 24 980, и расхождение должно быть не более 2 микрон. Ну, 2 микрона, что это такое? Есть вот у нас прибор, например, да, микрометр, так его называют. Вот. Так вот, у него линейка, которая позволяет проводить измерения, она дает точность в 1/100 миллиметра. Ребята, в 1/100. Здесь же диаметры коленвалов не должны расходиться в 0,002. То есть 1/100 у нас это 0,01 миллиметра. А здесь получается 0,002, то есть 2 микрона. Понимаете, да? Ну, это требование завода. На заводе коленвалы раньше выпускались 5 размерных групп, позднее упразднили, как бы на поздних этапах оставили 3 размерные группы, и там, по-моему, не ошибаюсь, разница была в 5 микрон. Не должна была разниться цап в коленвалу. Так вот, покупая коленвалы, вы должны понимать, что если у вас разница на цапфах там больше, то это нет гарантии того, что маховик у вас будет зажимать коленвалы, так как вот эта ось, проходящая через все, да, как бы воображаемая ось, которая проходит через 2 коленвала маховик, так как он разборный. На Юпитере же применен вот этот с целью ремонта пригодности, облегчения производства и так далее. Так вот, когда на заводе точатся коленвалы, их, конечно, никто не подгоняет там под 2 микрона, а берется партия, там 1000 коленвалов изготовлено, и из них начинают выбирать. И вот при выборе смотрит допуск, вот этот 2 микрона, ну, позднее там 5 микрон этих, да, смотрит допуск, чтобы он был примерно такой. То есть из всей партии выбирается примерно одинаковые коленвалы, и они группируются по группам. Первая, вторая. Вот вы можете поставить там левый коленвал первой группы и этот пятый. Некоторые даже ставят там этот на втулке, этот на иголке, еще неизвестно каких там размерных групп, плюс разбитой полуоси и так далее. Все это, конечно, например, таким прибором померить не удастся. Нужен пасометр. Он там дает точность, плюс самого прибора точность и так далее. Но, так вот, я решил провести такой небольшой эксперимент и заказал коленвалы. Были приобретены вот такие вот коленвалы. Коленвалы от магазина «Мировые моторы». Это не реклама.
просто там они приобретались. По отзывам, вроде как, коленвалы ходят и по 20 тысяч, там, как бы, все чики-пуки. Вот, смотрим, берем коленвал. Коленвалы, значит, здесь под иголку сделаны. Люфтов нет в нижней головке. Поверьте на слово, как бы, люфта нет в головках. Здесь вот лево-право, если шатать, на одном он подзажат из коленвалов. То есть это говорит уже о том, что коленвал, скорее всего, сгорит вот здесь. Из-за того, что малые расстояния неправильно выдержано, при нагревании он расширится и приклинит, скорее всего. Не помню, этот или тот коленвал. Далее. Вот я мерил вот эти цапфы. Повторюсь, одной рукой мне трудно, но напишите, если что, в следующем видео я побеспокоюсь об этом, и мы с вами проведем более точные измерения. Так вот, вот в этой паре коленвалов, которые я приобрел, цена была их на май месяц 2021 года 3500 рублей с копейками. Ну вот, такие они вот шлифованные поверхности имеют. Здесь, кстати, вот посадка под подшипник, она, в принципе, выдержана. То есть, как должна быть. Это мне понравилось. Ну, то есть, когда я первый раз начал мерить, там простым методом можно взять вот этот, ну, как бы, подшипник не новый. Вот. Но, тем не менее, то есть, если вот брать, да, вот он легко залазит. Ну, трудно мне снять. Вот. Я его посадил. Вот, и он дальше начинает его подзакусывать, как бы. Это хорошо, то есть это скользящая посадка, так называемая. То есть при сборке будет облегчение. Вы как бы раз и коленвал посадили, он самоцентрируется. Здесь проблем нет с этим, то есть здесь все четко выдержано. То есть здесь размер в размер идет с внутренним диаметром подшипника. Ну, там может быть минус соточка или, ну, около сотки, может быть, 2 максимум. То есть это хорошо, это нормально. Но у них беда в том, что вот эта разница цапфы и этой, о которой я говорил, то есть когда во время сборки маховиком вы начнете стягивать, 2 сотки, это считается довольно большая разница, это критично. Там даже, я не помню, 2 или 3 сотки было, я не стал там особо вдаваться. Ну, я видел по вот такому неточному прибору, что у меня 3 сотки разница. То есть маховик не зажмется. Изобретать что-то делать мне не хотелось. То есть опять, пусть будут как будут. Они будут ездить даже и при этом, но не так, как нужно. И опять же, не главное в этом проблема. Здесь проблема в том, что, например, один из коленвалов имеет, если его поставить в центра, так как коленвалы новые, здесь все хорошо, вот здесь центра, чтобы в биении метра можно было установить, я их устанавливал с помощью индикатора часового стойки, 2 стоек. Я проверял. Один коленвал имеет биение порядка 5-6 соток. Ну, как бы для Юпитера, в принципе, это нормально. Пойдет, будет, ну, около 3 сотки, если вы найдете. Это вообще будет здорово. Но поправить его невозможно, потому что на этапе изготовления сами коленвал собирается, спрессовывается, выпрямляется, насколько это возможно по черновому, а потом проходит шлифовка цапфы. Это относительно этой. И вот если их прошлифовали с неточностью там в эти 6 соток, вы не исправите блинами, никак там, понимаете, да, о чем я. А другой, ладно, тут 6 соток это будет ездить. А другой коленвал имеет биение 1,5 десятки, ребята, 1,5 десятки. Это очень много. И выпрямить его также невозможно. Потому что он прошлифован неровно в 1,5 десятки. То есть цапфы будут друг относительно друга
Когда вы их соберете все на одну ось с маховиком, будет вот такое вот биение у вас. 1,5 десятки. Все это либо частая замена подшипников приведет, разбивать будет, либо посадку в картере под крышки, в крышках. Вот эти вот крышки, которые... Все это не здорово и не хорошо. Я их не стал никуда применять, оставил их. Вернуть я не пытался производителю обратно. Нет у меня на это времени объяснять людям, менеджерам, почему я их забраковал. Может, и не будут. Я не знаю, ребят. Я не стал этим заниматься. Мне времени на это не было. Я просто их оставил как вот показательный экземпляр каких-то. Но ставить их в двигатель, даже пусть они идеальные, есть опыт эксплуатации таких коленвалов. У кого-то вот лотерея, ребята, честное слово, вот, потому что вот эта посадка этого пальца, так как щеки не каленые, на иностранных коленвалах импортного производства вот это вот место закаливается под посадку пальца. ТВЧ, это токи высокой частоты. Производится определенная закалка, и когда палец запрессовывается, он имеет определенный натяг. Там 5-6. Все это благополучно работает, исправно, мотор можно крутить, не бояться. Но здесь же, вот если опять присмотреться, видите, палец, например, не допрессован. То есть какая-то часть его, вот, ступенька здесь, не доходит, причем с обратной стороны. Ну тут даже видно, что металл немножко выдавило, когда палец запрессовывался. Все, ну такое дело, как бы. Мне не понравилось. Я не говорю, что советское качество было идеально, но в советское время металлургия, она была на просто прекрасном уровне, на высочайшем. То есть поршневая, там, коленвалы, тот металл, который использовался в коленвалах советских, он отвечал всем требованиям. Натяг был выдержан, посадка. Они даже позволяли перепрессовываться. Если вот с таким пальцем позволялось перепрессовать их один, максимум 2 раза. Посадка не терялась. Но так как щечки тоненькие очень, китайские коленвалы этого не выдержат. То есть их нельзя распрессовать и потом собрать по-новому. Не получится. Все это распрессуется потом и развалится. Развалится, картер развалит за собой, потянет кучу проблем. Такое занятие недопустимо. Есть у меня, конечно, и советские коленвалы, старые.